Больше 5 лет в терапии я пыталась стать взрослой, взять, так сказать, под контроль свою работу, свои отношения, понять, как их выстраивать с точки зрения взрослой позиции, наконец-то избавиться от своей инфантильной части. И, как оказалось, это вообще не путь к выздоровлению, а наоборот еще более изощренный способ подавления себя. И знаете, когда я только зашла в терапию, я зашла с таким неким запросом, пожалуйста, исправьте меня, потому что я чувствую, что я какая-то нуждающаяся, инфантильная, чувствительная, непостоянная. Мне нужно с собой что-то сделать, чтобы мне стать нормальным человеком, выстроить нормальные отношения, выйти замуж, построить нормальную, серьезную карьеру, начать зарабатывать деньги, чтобы уважать себя, чтобы гордиться собой. И как результат, конечно же, я все это сделала. Я построила семью, внешне идеальную семью, я построила карьеру, но, конечно же, все это и разрушило, да, почему? Потому что все эти цели, все эти требования от тебя, ожидания, они на самом деле вообще никакого отношения ко мне настоящие не имели. И сейчас, оборачиваясь на весь свой опыт личной терапии и некого процесса взросления, решила записать это видео, да, чтобы поделиться с вами, а что же, собственно, работает. Потому что сейчас, если посмотреть на мою жизнь, да, то я живу с точки зрения той 5-летней Насти, более инфантильную версию себя. То есть я более свободная, я путешествую, я живу на Бали, у меня свободная профессия, я много занимаюсь творчеством, и я чувствую себя гораздо более счастливой. И не только гораздо более счастливой, но и гораздо более взрослой. Я чувствую внутреннюю опору, я чувствую уверенность в том, как я хочу и что я хочу. И у меня, знаете, исчез этот внутренний конфликт, эти внутренние качели, которые, я знаю, многие из вас тоже испытывают. То есть некое метание между тем, а что надо, да, что я должен, каким я должен быть, и между тем, что я на самом деле хочу. И то, что я поняла, да, что на самом деле у нас инфантильной части нашей, да, вот этого внутреннего ребенка, его как такового не существует, так же, как и не существует нашей взрослой части. Наша инфантильность, да, то, что мы называем инфантильным, то, что я называла инфантильным, то, что мои клиенты в терапии называют инфантильным, либо несерьезным, это на самом деле и есть наша истинная часть, да, которая по тем или иным причинам не поместилась в ту семью, в которой мы выросли. А то, что мы называем взрослой частью, это тоже конструкция, да, то есть исходя из своего опыта, я понимаю, что клиенты называют взрослой частью то, что от них ожидала мама, либо ожидал отец. И все очень просто. И пока я боролась с этой своей инфантильной, так сказать, инфантильной частью, на самом деле истинной с собой, да, моя взрослая часть тоже, как ни странно, стагнировала, да, стагнировала она почему? Потому что я как бы пыталась бороться с этой нуждой в путешествиях, в том, чтобы у меня там что-то там происходило вечно, да, пыталась себя заставить, да, Настя, давай, мы будем серьезными, мы будем последовательными, давай строить карьеру, давай то, давай все. И эту же самую карьеру я, получается, прокрастинировала. То есть я, как я сейчас понимаю, да, я бессознательно делала все то, чтобы у меня эти деньги не получались. И бессознательно все делала то, чтобы у меня эта карьера не получалась. И в итоге она у меня как бы, развалилась, да, опять же, почему? Потому что у меня не было на это никакого топлива, никакой мотивации, я на самом деле этого не хотела. Давайте приведу пример, да, как лично вы можете чувствовать в себе вот эту инфантильную взрослую часть. Например, вы мужчина, да, и тогда, скорее всего, от вас всю жизнь требовалось быть сильным, быть опорой, да, быть поддержкой, давать очень много семье, давать женщине, да, давать матери там, и так далее. И очень часто у мужчин, у клиентов я встречаю такой момент, что у них вот в эту несерьезность, да, в инфантильную часть уходят их личные собственные желания. Это происходит почему? Потому что, как мы уже поняли, инфантильная часть это то, что не влезло в нашу семью, и, как правило, у мальчиков, да, подавляются их собственные желания. Они обесцениваются, подавляются, потому что ты должен быть мужиком, да, не капризничай, не ной, да, ничего не требуй, вот, ты должен там то-то, то-то, то-то. И тогда вот эти все желания, вот эта вся чувствительность у мужчин, она уходит в тень, уходит в эту инфантильную часть. И это то, чего взрослые мужчины пытаются потом в течение жизни избегать. Приведу пример. Собственно, такой мужчина, да, он когда вырастает, становится взрослым, и он привык требовать от себя, да, быть вот таким вот взрослым, то есть быть опорой, много давать, давать своей семье, детям, своей жене, да, и, собственно, такую семью он и выстраивает, да, где он только отдает, да, где он становится вот такой вот опорой. И потом внезапно вдруг
происходит нечто невообразимое. Его бизнес, он обанкротился, я не знаю, вдруг появляется какая-то женщина, в которую он без ума влюбляется, и вот он оказывается в ситуации, где он не может быть опорой для своей семьи, не может быть. А все почему? Потому что его вот эта инфантильная часть, она взбунтовалась, да, потому что он долго на нее не обращал внимания. Кстати говоря, был у меня как раз клиент, для того, чтобы сохранить конфиденциальность, я немножко изменю, да, детали этой истории. Это бизнес. Кстати говоря, у меня как раз-таки был клиент, для того, чтобы сохранить конфиденциальность, я немножко изменю детали истории, это бизнесмен, у которого возникли большие сложности с деньгами в бизнесе. Когда мы начали копать, да, выяснилось, что у него, как сказать, ну он такой, он старается всю жизнь быть опорой, хорошим мужчиной, уважаемым им, дать все семье, много заработать, то есть такой вот правильный. Очень ресурсный мужчина, очень умный мужчина. Но проблема в чем? Когда мы начали копать, да, там, откуда возникли проблемы, почему он перестал зарабатывать там, и так далее, выяснилось, что несколько лет назад была ситуация с изменой жены. Жена изменила, но они как бы это уже все проработали, ходили там в семейную терапию, туда-сюда и так далее. Но проблема в том, что вот эта обида, которая была у клиента, она не зажила по тем или иным причинам. Там было обстоятельство, которое его очень сильно ранило, очень сильно обидело, и вот эта обида, она вот, ну как сказать, не вылечилась. То есть он, грубо говоря, как сказать, даже в процессе семейной терапии не получил от своей супруги, ну, наверное, то, что он хотел бы получить для того, чтобы простить, да, для того, чтобы отпустить, где-то его не до конца выслушали, да, его какую-то боль. И вот с этим чувством, да, ну, как сказать, предательства, он пытался справиться, пытался его подавить, чтобы быть правильным. А я добавлю некоторые детали, что измена жены, она была не на пустом месте, то есть у него там тоже были свои измены, да, чтобы вы не думали, что у него какая-то ужасная жена там и так далее, нет. То есть его вина там тоже как бы присутствовала. Так вот, все равно сохранялась эта обида, и из-за того, что он ее не мог высказать в той форме, в которой ему было важно ее высказать, его бессознательно, его психика начала высказывать эту обиду через его неудачи в бизнесе. То есть, по сути, на деньгах, которые он зарабатывал, держалась вся семья, жена не работала там и так далее. И тут вдруг он теряет этот ресурс. То есть, смотрите, что происходит. На самом деле он начал жену наказывать, да, потерей собственной ресурсности и тем, что он перестал быть для нее опорой. Клиент, конечно же, сам тоже от этого страдал, потому что, кому это приятно? Конечно же, мы все хотим зарабатывать, мы хотим быть успешными. И основная проблема, которая была у него, это как раз-таки непризнание своей вот этой вот чувственной части, вот этого обиженного мальчика, грубо говоря, да, которому просто нужно было дать слово, потому что его истинное «я», да, это «я сильно ранен», да, «я обижен». Но его вот эта вот взрослость, она пыталась, как сказать, не ной, да, будь взрослым, тебе нельзя ныть, иди зарабатывай, да, ты что здесь, как сказать, покажешь свою чувствительность, ты что, там, ребенок, да, ты же взрослый. Ну вот видите, то есть получается, вот это его подавление своей собственной чувствительности, обиды привело к тому, что его взрослая часть, да, она начала терпеть крушение, да, и только когда мы начали на каждой сессии проговаривать его обиды, его злость на жену, да, чего, почему, как, все это разворачивать потихонечку, и вот эта карьерная история, да, она начала налаживаться. У меня вообще, знаете, разный опыт общения с мужчинами, и то, что я поняла сейчас очень четко, что когда я вижу мужчину, который, знаете, создает впечатление такого прям идеального мужчины, идеальный семьянин, он там во всем правильный вообще абсолютно, такой же правильности он требует от своей женщины, и ни в коем случае он не злится, ни в коем случае у него нет никаких эгоистичных желаний, и я, честно говорю вам, что я стараюсь держаться от таких мужчин подальше, потому что я просто сейчас, как человек, который сам прошел через этот опыт, становления себя, да, и принятия своих вот этой вот каких-то неприглядных частей, и когда я работаю в терапии с мужчинами, я понимаю, что у таких вот правильных мужчин, как правило, больше всего подавленных желаний, и у них очень слабый контакт как раз-таки со своим истинным я, со своим вот это вот, грубо говоря, внутренним ребенком. И такие мужчины, на самом деле, самые ненадежные,
потому что обязательно придет момент, да, обязательно придет момент, когда вот это вот, то, что они подавляют, оно вырвется наружу, да, и оно подведет просто всех близких людей, находящихся рядом. То есть получается, друзья, что последовательность у нас примерно такая. То есть чем аккуратнее человек построил вокруг себя вот этот замок взрослости, да, щепетильнее его выстраивал, пытался, знаете, как будто бы вот эту свою внутреннюю истинную неприглядную историю закрыть, да, что нет, я не маленький, я взрослый. На самом деле это то, чем мы занимаемся на протяжении всей жизни. Это то, чем занимаются все абсолютно на протяжении всей жизни. Мы просто дети. На самом деле мы все дети, да, у нас у всех есть вот эти вот желания, какие-то безумные наши моменты, да, но мы пытаемся изо всех сил на протяжении всей жизни доказать друг другу, что мы взрослые, по факту доказать своим родителям, что мы стали взрослыми. И мы выстраиваем вот этот замок, но проблема в том, что этот замок, он без фундамента существовать не будет. То есть чем больше за ним заперто, тем страшнее то, что оттуда в итоге вылезет. Вы спросите меня, Настя, а значит ли это, что я обязательно должен всегда идти за своими эгоистичными желаниями, инфантильными желаниями, забить вообще на всякую ответственность, на всякую серьезность, да, и только реализовывать вот то, что я хочу. Не знаю, хочется мне там бросить работу, я бросаю работу, хочется мне бросить семью, я бросаю семью, там и так далее. Нет, я вообще имела в виду не это. Смотрите, когда появляется такая история, да, что я глупо иду за своими инфантильными вот этими желаниями, да, то есть человек, который постоянно поступает как-то импульсивно и постоянно, вот, как сказать, все бросает, все заканчивает, да, ничего не может довести до конца. Правда про этого человека в том, что он на самом деле свои истинные желания не понимает. И от того, что он их не понимает и он их не слышит, они им управляют. Да? Именно поэтому он постоянно вот так импульсивно поступает. Когда вы начинаете прислушиваться к тому, что вы истинно хотите, у вас вот эта импульсивность, она уйдет, да? Она перестанет вами управлять. Вы перестанете быть настолько зависимы, движимы от своих эмоций. Как на самом деле это происходит и что помогло, например, мне в терапии, что может помочь вам и в личной работе, и в терапии. Смотрите, самая важная базовая история заключается в том, что абсолютно неважно, сколько вам лет сейчас, 20, 30, 40, 50, 60, ваша самая главная задача на ближайшее время – это по-настоящему узнать себя. А по-настоящему узнать себя – это значит познакомиться в том числе и с той, грубо говоря, не взрослой, инфантильной частью, внутренним ребенком, неважно, как вы ее называете, это все не имеет значения, это просто ваше истинное «я», опять же, как мы уже выяснили, которое не поместилось в семью. Из-за того, что оно не поместилось в семью, как раз-таки по этой причине вы и не смогли его узнать, потому что не было взрослого, который бы вам ее отразил. И поэтому вам важно просто для начала понять и узнать, кто вы такой, да, вот просто кто вы такой, да, на самом деле. И каким образом это происходит узнавание, да? В общем-то, для этого и существует психотерапия, потому что это классный способ, когда у тебя есть, там, не знаю, час в неделю, 2 часа в неделю, ты приходишь к психологу, и что ты на самом деле делаешь, да? Что делают у меня клиенты на сессиях? Они разговаривают, они говорят, рассказывают о себе. Сначала вы будете рассказывать свою фейковую часть, показывать маски, да? Это абсолютно нормально. У кого-то вот эта демонстрация масок, на это уходит там 10 сессий, у кого-то на это уходит несколько лет, это нормально, да, то есть сначала мы должны снять вот эту вот всю нашу персону, которую мы выстроили для других людей, чтобы обманывать и себя, и других людей в том, кто мы есть на самом деле. Соответственно, мы это все выговариваем и начинаем доверять терапевту, и вылезает, наконец-таки, уже что-то наше истинное, какие-то истинные желания, истинные мечты, фантазии там и так далее. И когда это все вылезает и появляется на сессии, у нас таки появляется возможность посмотреть на это и увидеть, ага, вот оно, вот что я хочу, вот как оно сейчас ощущается, а вот оказывается, какой я. И причем самое важное, что происходит в процессе, что у вас появляется возможность посмотреть на себя не только глазами родителей, но и глазами другого человека, который может увидеть в вас на самом деле что-то, что не видел родитель. Приведу пример, как это было у меня. Например, я свою инфантильную, несерьезную часть очень часто критиковала и думала, что это вот какая-то ерунда, она мне вообще не нужна. Когда я через это посмотрела глазами своего терапевта, выяснилось, что это вообще-то моя очень сильная творческая часть, да, креативная часть. У родителей не было возможности увидеть эту часть, потому что она у них у самих не была развита, то есть они сами себе эту спонтанность запрещали, соответственно, и во мне они ее заметить, у них просто были ограничения, да, не было такой возможности.
И поэтому, да, и поэтому что происходит? Вы должны в первую очередь познакомиться с собой, да, неважно, психотерапия, это ведение личного дневника также может быть, но сложнее, да, потому что, опять же, вы всегда будете себя критиковать. Очень важно, чтобы был кто-то, кто мог бы дать вам другой, более здоровый взгляд. И, соответственно, когда вы начинаете узнавать себя, допустим, да, вы узнали, что вы ничего в этой жизни не хотите, вы ленивые, вы хотите только путешествовать, я не знаю, со всеми спать, не брать ни за что ответственность. Ну, я сейчас беру самый крайний вариант, потому что этого клиенты больше всего пугаются. Они думают, что когда они узнают себя, да, это разрушит их жизнь. И все. И они там умрут бедными под мостом, и они там расстанутся со своими близкими людьми и так далее. На самом деле вообще не так. Потому что когда вы узнаете и смотрите на вот эту свою неприглядную часть, да, которую вы всегда подавляли, испытывали стыд за нее, да, или чувство вины, в этот момент появляется вопрос: окей, а что же на самом деле скрыто за этими желаниями? Потому что на самом деле желание полежать на диване, постоянно путешествовать, спать с разными людьми, оно, как сказать, за ним на самом деле что-то скрыто еще. Например, что это может быть какая-то тотальная усталость, требовать от себя бесконечного результата во всем. Например, да, либо усталость от бесконечного контроля, либо отсутствие возможности быть спонтанным. Опять же, я не знаю, что там у вас, у каждого там что-то свое. И когда вы достали вот это ядро, да, а что же там на самом деле? И это и может являться вашим фундаментом. То есть именно с этого момента вы можете выстраивать ту самую взрослость, да, которую изначально, вы выстраивали просто потому, что вот это взрослый, я это вот сюда принесу, да, вот беру веточку, приношу, а нужно мне это, не нужно, вообще непонятно. Когда вы понимаете свою истинную потребность, у меня это то, что я обнаружила, то, что я очень творческий человек, то, что мне очень важна свобода, и я сделала это фундаментом, я перестала этого стыдиться, я перестала стыдиться своей непостоянности, своей переменчивости, своей сложности, своей эмоциональности. И когда я это все, избавилась от стыда, от чувства вины, я это поставила фундаментом, и я уже начала думать: окей, если я это хочу, если мне это нужно, то тогда что мне нужно сделать в своей взрослой жизни, чтобы мне этого достичь? То есть что мне нужно сделать, чтобы я могла путешествовать, что мне нужно сделать для того, чтобы у меня была свободная профессия, что мне нужно сделать, чтобы я могла реализовывать себя, свою эмоциональную часть, да, и тогда уже, на основе этого фундамента я начала выстраивать вот эту самую, грубо говоря, взрослую жизнь, которая помогает мне зарабатывать деньги, да, которая помогает мне выстраивать отношения, которые мне нравятся, которые я хочу. И в итоге зачем нам это все нужно? Вот нам это все нужно для того, чтобы по факту вообще иметь возможность каким-то образом управлять своей жизнью, да, и мы сейчас вернемся с вами в самое начало. В самое начало, где я вам рассказала о том, что зачем я вообще пришла в терапию. Я пришла в терапию для того, чтобы, начать, для того, чтобы взять под контроль свои отношения, свою работу, свою жизнь, стать взрослой. Но по факту хоть кое-как контролировать свою жизнь, мне кажется, я начинаю только сейчас. Благодаря тому, что я просто лучше понимаю себя, да, понимаю, что там во мне зарыто, да, какие эмоции, какая нужда, какие потребности. И я понимаю, куда вот эту всю энергию, да, вот это свое желание направить. Да, я могу этим воспользоваться, могу воспользоваться этим ресурсом. Вот, потому что пока я это не понимала, честно говоря, вот эта вот моя инфантильность и невзрослость, она, по сути, управляла моей жизнью, да, без моего ведома и без моего вообще осознавания, что, собственно, происходит. Это то, в чем живет большинство из нас, на самом деле, к сожалению. И мне кажется, что самое жуткое, что может произойти в нашей жизни, самое грустное, наверное, это когда человек, знаете, живет из этой выдуманной взрослой части всю жизнь, вот, так и не понимает, чего он на самом деле хочет. То есть он просто вот эту маску носит, пытается всем доказать, что он взрослый. Его жизнь, она становится абсолютно бесцветной, абсолютно бессмысленной, пустой, депрессивной. И чем это обычно заканчивается? Да, это заканчивается тем, что его внутренние вот это вот подавленные желания, они в какой-то момент взрываются, как вулкан, и разрушают его и всю его построенную вот эту типа а-ля взрослую жизнь. И это грустно, потому что получается, что человек так много отдал себя и своего ресурса для того, чтобы там чем-то, кем-то стать, и это оказалось абсолютно бессмысленно, да, потому что это все равно разрушилось, вот, все равно человек пришел в какую-то ситуацию, которая очень стыдная,
неприятное, да, бессмысленное, но и время тоже упущено, да, время, когда ты жил просто, ну, как сказать, делая вид скорее, чем реально проживая, да, какие-то важные этапы. Вот, такое, друзья, у нас получилось видео. Делитесь в комментариях, что вы думаете про инфантильность, про взрослость. Верите ли вы во взрослость, либо нет, не верите, как я. Вот, какие у вас есть вопросы, задавайте вопросы. Как видите, я вот вернулась на YouTube. Сейчас думаю, о чем еще снимать следующее видео. Вот, поэтому, если у вас есть идеи, буду рада, пишите тоже в комментариях. И до новых встреч!